Этот серфер мирно скользил по зеркальной глади океана, наслаждаясь тишиной, когда массивная тень внезапно возникла рядом с его доской. Это не было нападением, это была отчаянная просьба о спасении. Утро начиналось идеально. Мужчина приехал в этот прибрежный рай ради безупречных волн, которые манили его сюда год за годом. Море было спокойным, а солнце приятно грело плечи. Но внезапно вода рядом с ним буквально взорвалась. Огромная касатка показалась на поверхности, двигаясь вплотную к серферу. Ее движения были намеренными, почти настойчивыми. Каждый инстинкт кричал мужчине «греби к берегу». Касатки — это апекс-хищники, бесспорные правители океана, млекопитающие, у которых нет естественных врагов в пищевой цепи. Это был момент, которого серферы боятся больше всего. Оказаться в открытой воде один на один с одним из самых могущественных охотников планеты. Однако что-то было не так. Касатка не вела себя как хищник. Она медленно кружила вокруг него, не проявляя ни капли агрессии. В ее движениях читалась почти человеческая мольба. Сердце мужчины бешено колотилось, пока он наблюдал, как существо описывает круг за кругом, с каждым разом приближаясь все ближе. Затем произошло нечто невероятное. Касатка осторожно подтолкнула нос его доски, направляя человека в определенную сторону. Касание было мягким, аккуратным, словно гигант осознавал свою силу и боялся причинить вред. Страх серфера сменился недоумением, а затем жгучим любопытством. Это противоречило всему, что наука знает о касатках. Они не ищут контакта с людьми просто так. Они не ведут их за собой, как пастухи. Но это величественное создание пыталось общаться единственным доступным ему способом. И мужчина принял решение, которое еще 5 минут назад показалось бы безумным. Он последовал за ней. Касатка вела его вдоль береговой линии, время от времени оглядываясь, чтобы убедиться, что человек не отстал. Спустя несколько минут напряженной гребли серфер все понял. Там, на мелководье, лежала огромная касатка-мать, выброшенная на берег отступающим приливом. Она была колоссальных размеров, гораздо больше своего детеныша, который и пришел за помощью. Малыш неистово метался между матерью и человеком. Видеть это отчаяние было невыносимо. Маленькая касатка совершила нечто выдающееся. Понимая, что не справится в одиночку, она перешагнула через миллионы лет эволюционных инстинктов, запрещающих приближаться к потенциальной угрозе — человеку. Ее вела чистейшая мотивация в природе — любовь ребенка к родителю. Мать лежала беспомощная на мокром песке. Ее мощное тело, созданное для покорения океанских глубин, теперь стало ее тюрьмой. Она издавала звуки, которых мужчина никогда не слышал раньше — плач, полный боли и страха. Серфер немедленно связался со своей семьей, прося привезти полотенца, шланги и все, что могло помочь. Время работало против них. Под палящим солнцем, которое уже прогрело воздух почти до 40 градусов Цельсия, кожа касатки начала бы стремительно сохнуть. Пока помощь была в пути, мужчина оставался рядом с матерью, пытаясь утешить ее и кружащего рядом малыша. Когда приехала его семья, они начали действовать слаженно и быстро. Они накрыли тело гиганта мокрыми полотенцами, создавая барьер против иссушающей жары. Но перед ними стояла невыполнимая физическая задача. Даже вдесятером они не смогли бы сдвинуть эту многотонную тушу обратно в море. Единственной надеждой было поддерживать в ней жизнь до возвращения прилива. 6 долгих часов под безжалостным солнцем. 6 часов непрерывного труда, ноющей боли в мышцах и непоколебимой решимости. Семья не сдавалась. Они поливали ее морской водой из ведер и шлангов, и касатка, казалось, понимала их намерение. В какой-то момент она слабо взмахнула хвостом, не в панике, а словно в знак благодарности. Наконец вода начала прибывать. Дюйм за дюймом океан отвоевывал берег. Спустя еще час море полностью скрыло тело матери.
Она снова закричала, но на этот раз это был звук триумфа и облегчения. Благодаря уму и смелости своего малыша она выжила. Но на этом история не закончилась. Несмотря на перенесенный стресс, касатка не уплыла сразу. Она задержалась на мелководье, повернулась к людям и совершила отчетливый, намеренный жест плавником — прощальный взмах признательности. Семья стояла на берегу, и у всех на глазах были слезы от этого глубокого момента связи между видами. Позже серфер предположил, что ночное землетрясение могло дезориентировать животное, из-за чего оно и оказалось на мели. Но то, что произошло дальше, отчаянная мольба детеныша и человеческое сострадание, было настоящим чудом. Эта история напоминает нам, что касатки, которых часто называют китами-убийцами или морскими дьяволами, это не просто машины для охоты. Это разумные, эмоциональные существа, способные на стратегическое мышление и глубочайшую благодарность. Даже у самых свирепых хищников природы есть нежные сердца и неразрывные семейные узы. Доброта не знает границ между видами, и когда мы выбираем сострадание, мы спасаем не только чужую жизнь, но и частичку своей души.